Самое главное стрелки – это направляющие. Если мы их правильно сделали, то это половина успеха. Всегда на глазах я работаю только с острой заточкой. И я работаю в четко определенных заданных границах. И теперь то же самое я проделаю со вторым глазом. Это такой миф о том, что зона века она достаточно болезненная. Когда мы работаем без ресничку, бывает немножечко щекотливо, но не более того. Уважаемые мастера, я могу вас успокоить о том, что у вас ничего и не должно остаться. Не на каждом оборудовании может получиться красивая работа. Приветствую всех на канале Ханафи. Меня зовут Голованова Анна. И сегодня я вам покажу классическую стрелку за 30 минут. Для начала, конечно, мы сделаем эскиз. И сейчас я расскажу об этом подробно. Как всегда у нас глаза, естественно, они разные, потому что глазницы у человека, естественно, они полностью не бывают симметричными. И начинаем мы всегда отрисовывать эскиз по самому сложному глазу. Для меня, на мой взгляд, самый здесь сложный глаз – это левый, для клиента правый глаз, да. И от него я начну отталкиваться, потому что здесь, на этом глазу, мне гораздо легче будет нарисовать уже стрелку. Тоже я смотрю, фиксирую, где у нее есть анатомическая складочка, и в данном случае мне хочется ее чуть-чуть нарисовать как бы пониже анатомической складки. Это будет красиво, изящно. В данном случае глаз нам позволяет. Если анатомическая складка у нас находится прямо низко, то мы рисуем стрелку до анатомической складки. Всегда берем не самый кончик глаза, да, мы немножечко отступаем две реснички. Самое главное стрелки – это направляющие. Если мы их правильно сделали, то это половина успеха. И у нас направляющая должна быть нарисована прямо как будто лезвием, то есть вот прямо строго-строго, очень четко. И мы смотрим, как у нас ведет себя веко в движении. Это тоже очень важно. Как оно у нас сгибается. Как мы проверяем, значит, нашу симметрию стрелок? Есть несколько способов проверить. Во-первых, мы, конечно, всегда смотрим строго прямо на клиента, просим, чтобы клиент у нас посмотрел прямо. Дальше просим клиента посмотреть себе на колени, но не закрывая глаза. Таким образом, мы тоже видим вот эти направляющие, смотрим, что они у нас совпадают в данном случае. И дальше направляющие мне нравятся, и теперь я могу спокойно уже определить ширину стрелки и длину ее. Ресничку, естественно, всегда мы прорабатываем, когда мы делаем зону века. Заканчивается стрелочка всегда изящно, на вылет, как волосочек. Для классической стрелки я люблю использовать пигмент семерка Deep Black. Идеально укладывается в кожу и идеальные зажившие варианты. Начинаем мы фиксировать эскиз. Самое главное у нас мы начинаем плотное натяжение. Натяжение у нас с 3 стороны. Указательным пальцем, либо средним пальцем мы фиксируем глаз. Большой палец у нас растягивает веко, и мизинец в том числе тоже растягивает веко. То есть сильное-сильное натяжение в 3 стороны. И легкими цепляющими движениями я должна почувствовать сопротивление с кожей. И в этот момент я прям чувствую, что я уже работаю в коже. Я начинаю фиксировать стрелку. Заметьте, я фиксирую стрелку не с угла, не с межреснички, а где-то посередине ее нашего эскиза. И плавненько ухожу наверх, а теперь ухожу прямо в межресничку. Самое главное, я зафиксировала себе направляющую снизу, и теперь я фиксирую направляющую сверху. То есть мы определяем ширину нашей стрелки. Точно так же легкими цепляющими движениями. Работаю в данном случае я маятником. Люблю работать чисто, поэтому люблю работать с ватным диском. Продолжаем фиксировать у нас направляющую сверху. Использую иглы Ханафи. В данном случае у меня 30-ка, острая заточка. Всегда на глазах я работаю только с острой заточкой. И люблю 30 либо 35 диаметр, как ни странно. Определяем ширину сейчас стрелочки и пока не трогаем межресничку. То есть мы просто фиксируем высоту стрелки. Теперь я наношу анестезию. Вторичная анестезия мне попроявит пигмент, еще подзаморозит глаз, даст возможность передохнуть клиенту. И теперь то же самое я проделаю со вторым глазом. Также начинаю я с направляющей, с нижней, тоже сильное натяжение. Теперь у меня большой палец находится на середине глаза. Он таким образом не дает клиенту открыть глаз. Средний либо указательный палец, кому как удобнее, растягивает веко. То есть мы тянем в 2 стороны, и мизинчик тоже у нас тянет в 3-ю сторону. И теперь мы входим в кожу и такими легкими цепляющими движениями, тоже маятником. Сначала иду также посерединке, ухожу сначала наверх,
максимальную верхнюю точку и ухожу вниз в межресничку. Но в межресничку я не перехожу сейчас, пока межресничку мы делать пока не будем. Мы так пока только фиксируем нашу ширину стрелки. Стараемся попадать всегда как бы в один волосочек, да, то есть рисуем очень аккуратно, очень четко. Рука не дрожит, рука должна прямо четко фиксироваться, четко вы должны понимать, куда вы сейчас будете вести линию. Фиксируем тоже эскиз, вводим ее в тоненькую межресничку и проверяем тоже опять же себя, правильно ли у нас сделано было натяжение, есть ли у нас остаток. Проверяем, все есть. Проранили кожу и выстроили такие границы, за которые мы теперь не заходим. То есть дальше у нас задача, в принципе, очень простая, за что я и люблю классические стрелки. Почему они делаются очень быстро? Здесь очень важно отрисовать правильный эскиз, его зафиксировать, и дальше очень плотными штрихами мы должны закрасить всю нашу зону. Очень важно, как мастер протирает глаз, чтобы не наносить лишнюю травму. Протираем мы очень аккуратно, и все движения у нас должны быть к носу. Так, теперь у нас есть зафиксированная линия, я ее вижу. И начинаем работать, уже непосредственно закрашивать нашу стрелочку. Смотрите, я опять же начинаю не с самого прямо края, не с межреснички, я начинаю где-то посередине, пристреливаюсь, так скажем, и плотными штрихами, примерно 2-3 миллиметра штрих у меня идет, тоже маятник, я начинаю красить века. Очень-очень плотненько. Я работаю четко в определенно заданных границах. Штрих очень плотный, и мы сразу должны по сырому рисунку видеть, что у нас хороший ровный прокрас, хороший ровный штрих, равномерный. Клиенту при этом не больно, потому что мы нанесли первичку и теперь уже вторичку. Клиент лежит спокойно. На самом деле это такой миф о том, что зона века она достаточно болезненная. Если вы себя ущипнете за веко, то вы ничего не почувствуете, потому что там очень мало нервных окончаний. Когда мы работаем без ресничку, бывает немножечко щекотливо, но не более того. То есть на самом деле зона век это безболезненная зона, если делать ее правильно. Смотрите, как мы опять же делаем штрихи. Я чувствую кожу, вижу, что я по ней рисую, но штрихи у меня очень легкие. То есть я стараюсь всегда глаз натягивать очень хорошо за счет правильного натяжения и фиксации. Я не даю клиенту открыть глаз. И за счет хорошего натяжения у меня идет сопротивление с иголочкой и попадает краска в кожу. То есть я не рву кожу, а у меня высокое КПД получается моих действий. И я, смотрите, я иду сразу в межресничку и перехожу уже на веко. Здесь очень важно, так же, как мы работаем на губах, допустим, да, то есть чтобы у нас был прямо ровный штрих, чтобы он у нас не прыгал, не скакал. И работаем мы с наложением 50 на 50, штрих примерно 3-4 миллиметра. Идем аккуратненько, закрашиваем нашу стрелочку. И сразу же я вижу по своему рисунку, что, в принципе, иду я достаточно ровно, красиво, равномерно. Мне нравится. Еще хотела сказать о том, что классическая стрелка очень часто мастера ее не любят, отговаривают клиентов. Я знаю о том, что не любят ее выполнять, и отговаривают клиентов, говорят, что это не модно, это некрасиво, вам она надоест. На самом деле все эти аргументы, как правило, у тех мастеров, которые не умеют ее делать. Когда вы научитесь делать ее быстро, красиво и качественно, вы поймете, насколько это вообще красивая зона, как она красиво смотрится. Немножечко возвращаюсь, смотрю, где у меня можно что-то быть я пропустила. Не стирая пигмента, я наношу анестезию. Таким образом, анестезия не даст выйти пигменту и немножечко его тоже закапсулирует в коже. Наношу в том числе и на межресничку, потому что сейчас я буду плотно работать именно с межресничной зоной. Задача ее обязательно прокрасить очень хорошо. И самое, что у нас плохо поддается прокрасу, и первое, что уходит, это межресничка, потому что она соприкасается уже практически со слизистой, плюс рост ресниц. И начинаем так же, как я и говорила, второе веко. Мы не начинаем его с самого кончика, мы где-то начинаем его с серединки, уходим аккуратненько в кончик и идем вперед. Протираем. И очень часто мастера, которые начинают работать с веками, после первого прохода протирают глаз, начинают нервничать на этапе, что у них практически там ничего не осталось. Ну так вот, уважаемые мастера, я могу вас успокоить о том, что у вас ничего и не должно остаться. То есть первый проход, по сути, он просто вы проранили кожу. Ну вот у меня немножечко тут есть след, но иногда и бывает и гораздо меньший остаток после первого прохода. И это говорит о том, что вы на самом деле работаете абсолютно на правильной глубине. Но что ошибка частых мастеров, они на этом моменте начинают паниковать, понимают, что они работают мало,
и начинают что делать? Усиленно нажимать и делать уже травму. Глаза делаются быстро за счет того, что мы делаем просто плотные штрихи, но очень-очень поверхностно. И тогда у нас стрелка заживает черным, красиво носится, пигмент никуда у нас не мутирует. И второй проход, в принципе, у нас идентичный первому проходу. Мы также плотненько начинаем укладывать штрихи. И когда мы работаем на веках, штрих у нас максимально легкий, очень поверхностный. Всегда обязательно смотрите, куда вы работаете, то есть старайтесь прямо четко следить, потому что действительно зона века, она коварная, тонкая кожа на веках, плюс очень близко расположены сосуды на веках, и риск заглубиться просто велик, и риск еще также получить травму. Поэтому работаем очень-очень легко, послойно. И плюс всегда мы на веках используем самый темный пигмент из имеющихся, что тоже увеличивает риск. Если мы что-то сделаем не так, то, к сожалению, это все заживет. Поэтому мастера, которые умеют работать с веками, я всегда это говорю, что мастера эти умеют делать все. И, конечно, когда я научилась работать с веками, я стала и зарабатывать больше, потому что я стала закрывать 3 зоны. То есть ко мне приходят клиенты, и мы сразу делаем все 3 зоны: и брови, и губы, и веки. И теперь аккуратненько похлапывающими движениями наносим анестезию. И обязательно, конечно, я считаю количество проходов, сколько я прошла на одном глазу, сколько я буду делать на втором, чтобы мне не забыть. И аккуратно, смотрите, тоже очень важно, стираем, то есть всегда мы стираем к носу легкими такими похлапывающими движениями, сырым таким влажным ватным диском, уголочком, и стараемся не сильно не тереть глаз, максимально его легко протирать, потому что это тоже очень частая ошибка, когда мастера начинают очень сильно натирать глаза, и от того, что даже они так сильно их натирают, уже происходит травма и уже начинается отек, просто из-за того, что неправильно стирали глаз. И теперь мы подсушиваем его сухим ватным диском и начинаем работать. Здесь у нас был один проход, достаточно хороший остаток у нас после одного прохода, может быть и меньше остаток, это тоже допустимо. И я тоже начинаю работать так же, как и первый проход, очень-очень плотными штришочками накладываю пигмент. Чем мне нравятся пигменты Ханафи, то что они очень хорошо укладываются. Не требуется никаких специальных там разбавителей, не знаю, еще чего-то. То есть они в чистом виде использования семерки отлично показывают себя с течением времени. Допустимо использовать небольшое количество корректора оранжевого, если есть необходимость. А так, в целом, это стабильные пигменты. Мне очень нравятся они. Я давно на них работаю и с удовольствием. Не нашла пока аналога Ханафи семерки. За счет того, что пигмент достаточно жидкий, и всегда мы знаем тоже такое правило, что чем жиже пигмент, тем легче он влетает на самом деле в кожу. Мы сразу видим, что у нас уже есть прокрас. Как бы мы излишне не травмируем кожу. И у нас каждое движение, оно прям закрасочное. Если пигмент уложен плотненько, хорошо, так как и на этих пигментах работаю уже не 1 год. Я знаю, как они заживают они прекрасно. Особенной подготовки перед работой с веками, в принципе, для клиента мы ничего не просим. Единственное ограничение, конечно же, это нарощенные ресницы. То есть строго без нарощенных ресниц. Потому что если есть нарощенные ресницы, мы не сможем проработать межресничную зону, и в процессе протирания клиенту будет очень дискомфортно. И поэтому всегда я прошу клиента снять нарощенные ресницы. Это прям строго обязательно перед процедурой. Снимать их можно прямо за час, буквально до процедуры. Не требуется какого-то длительного времени, чтобы их снимать там. И есть ограничения. В течение 4 дней мы не красим глаза после процедуры клиента. Предупреждаем об этом. Для того, чтобы у нас эта зона, как я всегда люблю говорить, подсушилась и пигментик закапсулировался в коже. Поэтому мы запрещаем клиенту строго краситься. Мы не используем ни тушь, ни консилеры, ни тени, ни карандаши, не мылим глаза, когда умываемся. Зона век у нас должна подсушиться и таким образом закапсулироваться. И представьте ранка, которая у вас есть на коже, а ранка это и есть наш перманент. Нам нужно, чтобы верхний слой затянулся. Для этого нам нужно, чтобы чем меньше мы дополнительно травмируем макияжем и стиранием макияжа, тем лучше. Поэтому 4 дня минимум не красим глаза.
и даже не используем кремы для глаз в том числе. Ну, возможно, у каждого мастера есть, конечно, свои какие-то наработки, какие-то свои ограничения. Если у вас свои какие-то наработки, вы можете написать в комментариях. И я с удовольствием почитаю, возможно, возьму на заметку это. Мне тоже будет любопытно ваш опыт по работе с веками. И вообще, я считаю, что если вы занимаетесь перманентным макияжем, то, конечно, осваивайте новые техники, потому что, когда я начинаю учиться чему-то новому, какой-то новой для себя техники, я автоматически повышаю не только навык в данной технике, но я расту также и в других техниках. То есть они всегда немножко смежные. И вы подтягиваете свой штрих где-то, вы подтягиваете свой эскиз, вы улучшаете не только там зону глаз, вы будете улучшать вообще в целом вашу работу. Поэтому обучайтесь, растите, конечно, развивайтесь. Это всегда даст свои плоды. Есть специфика работы с кожей, с разным меланином. Чем больше у нас меланина в коже, чем загорелее кожа, тем пигмент, как правило, у нас входит серый. Поэтому всегда, когда у нас приходят смуглые девушки, темненькие, мы обязательно пигмент стараемся подтеплить. Немножечко добавить каплю корректора. 1-2 капли корректора достаточно. Я люблю хорошее оборудование, люблю качественные машинки, люблю машинки, которые производятся на крупных заводах, поэтому не очень люблю кустарные машинки, сделанные там самодельные, какие-то вот такие вот вещи, а авторские, ну это мое личное, конечно, предпочтение, кто-то может со мной не согласиться. И, конечно, есть разница, если вы будете делать машинкой там за 5-7 тысяч рублей, возможно, у вас и получится, я не спорю, есть такие талантливые, но я всегда гоню за то, чтобы, если вы хотите, ну, как бы, претендуете на хорошего мастера, то и оборудование у вас тоже должно быть соответствующее. В моем арсенале всегда хорошие брендовые машинки. В данном случае я работаю Bishop. В последнее время работаю на всех зонах на нем. Долгое время, кстати, стрелку делала на лове. Многие удивлялись, что как это на лове ты делаешь. Но на самом деле на веках нужна достаточно хлесткая, плотная, так скажем, машинка, потому что если вы будете работать на короткоходах, либо на таких мягких машинках, вы будете не прокрашивать. Здесь очень важно вот эта хлесткость и мягкость руки. Вот это сочетание, я чуть-чуть касаюсь, но при этом машинка четко пробивает кожу. Вот это вот очень важно в работе с веками. Поэтому оборудование, да, очень важный момент. И, к сожалению, да, я сразу скажу, что не на каждом оборудовании может получиться красивая работа. Каждый мастер выбирает под свою руку, под свою задачу определенный аппарат. Часто очень у мастеров, и у меня, конечно же, в том числе, что есть разные аппараты под разные зоны. Если вы себя уважаете, имейте в своем арсенале, конечно, несколько аппаратов. Хороших, качественных, дорогих. Мы уже близки к завершению. В целом, вот, как бы стрелка сама уже прокрашена. Есть небольшие пробельчики у меня в межресничной зоне. Ну, может быть, где-то чуть-чуть контуры подделать. А в целом стрелочка готова. И мне хочется немножечко подвытянуть еще прям вот со всеми вот такой тоненький, изящный сделать хвостик. Ну, тут можно сделать его и потолще, можно сделать его потоньше. Тут кто как любит. Ну вот за что я люблю пигменты Ханафи, что я знаю, что они, то есть если мы хорошо протираем их, и мы видим в коже, что они у нас прям прокрасились, то я знаю, что они прям заживут великолепно. То есть вот все, что мы видим, оно все и заживет. Так же ровно, так же четко, все так же красиво. Поэтому мой выбор всегда, конечно, пользу. Очень сбалансированный Ханафи 7. И тоже смотрите обязательно, когда вы завершаете работу, межресничка, вот я сейчас ее вывернула, она должна быть прямо четенькая, тоже ровная, у вас должна быть линия, не рваная, прямо четкая линия. Как я люблю говорить, что мы рисуем разницу между окрашенной и неокрашенной кожей, у вас должна быть нарисована как лезвие. То есть граница должна быть очень четкая. Потом в самом конце мы контрольно попросим клиента открыть глаза, посмотреть наверх и проверить расстояние, одинаковое ли у нас от начала глаза. Милана у нас армяночка, да? С кавказскими девочками мы работаем чуть-чуть подольше, потому что кожа у них хорошая, как правило. Ну, как бы
Но для мастера это достаточно сложная кожа, потому что она плотная, чуть плотнее, чем славянская кожа. И поэтому пигмент заходит так сложновато. Вот. Это не значит, что мы должны с большим рвением и усилием работать. Нет, это значит о том, что мы делаем просто чуть большее количество проходов. Обычно с клиентами, когда я работаю, у меня уходит от 30 до 40 минут. Это чистой работы, не считая, пока мы лежим, конечно, с анестезией. 30-40 минут – это 2 глаза. То есть техника очень быстрая, не травматичная. И тоже очень частый вопрос, бывает ли отек. Отек всегда присутствует, очень редко, когда его нет. Когда есть небольшой отек, века натягивается, я как бы лучше вижу пигмент. Вот. А если, конечно, отек очень большой, то это говорит о том, что вы жестко работаете. Либо бывает, конечно, иногда реакция на анестезию. Это такая индивидуальная, конечно, бывает особенность, но чаще всего не надо в сторону анестезии всегда говорить. Чаще всего это мастер жестко очень работает. Мы закончили процедуру. У нас получились офигенные, на мой взгляд, классические стрелки. Подписывайтесь на канал Тханафи. Будем рады вашим комментариям. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы остались, то все пишите в комментариях, обязательно на них ответим. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!